О чем я говорю, когда я говорю о беге? Часть первая. Как я добежала до бега? О чем я говорю, когда я говорю о беге? Эту фразу придумала не я. Так называется книга «Харуки Мураками», которую я прочла на старте своих пробежек. Много лет я хотела начать бегать. У меня было и время, и возможности, да и лес всегда был рядом, но я не начинала. Наверное, быть в статусе «хочу начать бегать» мне нравилось больше, чем реализация «я бегаю». А может быть, я просто не понимала, для чего мне это. Ведь и здоровье, и спортивная насыщенность моей жизни меня устраивали на все 100, а бег вроде бы как лишний доп. Как говорится, свою идею сначала нужно продать своему мозгу, и только после этой сделки дело стартанет. Мозгу нужно рассказать, почему, для чего и что мне это даст. В 2019 году я все чаще стала встречать людей, которые говорят на тему бега ради бега. Эта тема, конечно же, затрагивалась и раньше, но тогда я просто слушала, но не слышала. А тут я услышала и поняла, что хочу бежать. И я побежала. Первое, что я поняла, бег для меня – это далеко не только спорт. Бег стал для меня встречей с самой собой. Когда я бегу, скорость внутренних процессов и вибрация моих осознаний иная. Наверное, от 5:45 до 6:36 – это границы моего темпа. Когда я на пробежке, то все бытовые заботы остаются дома. Они просто не могут меня догнать и даже не пытаются, потому что у них другой ритм. Благодаря бегу я поняла, что мне нравится ставить смелые цели, и я могу легко их достигать. Во время бега в моей голове появились ответы на полезные для меня вопросы. Например, самая мощь – ответ на вопросы «Кто я?» и «Каковы границы моего сценария?». Раньше я и вопросы такие себе не задавала. Уверена, что моя история, как недостающий пазл, займет свое место в чьих-то смыслах спорта, жизни, философии. Ведь если есть рассказ, значит, где-то ранее появился запрос на него. Но все же не судите строго. Итак, welcome на совместную пробежку. 3, 2, 1, вдох-выдох, старт, побежали. Часть вторая. Здравствуй, лес, я здесь. Я бегаю в лесу. Легкая разминка, наклоны, повороты, разогрев суставов. Пара минут, и я чувствую, что тело готово к пробежке. С телом можно говорить. Я настраиваюсь на пробежку и договариваюсь со своим телом каждый раз, когда иду до леса пешком, либо еду на машине. Внутренним вниманием, просканировав тело от стоп до макушки, я озвучиваю себе план пробежки и благодарю тело за то, что оно кайфует от бега. В лесу я гость. Когда мы приходим в гости или встречаем друга, мы здороваемся. Забегая в лес, я говорю: «Здравствуй, лес, я здесь». 3, 5, 10 раз говорю и жду. Так, все, есть, откликается. Внутри меня откликается. Понимаете, есть слова и слова-ключи. У каждого человека в голове свои замки, блоки, засовы, поэтому и слова-ключи срабатывают разные. Далее я просто бегу. Часть третья. Созерцание. В лесу многие гуляют. С детьми, с собаками, катаются на велосипедах, бегают. И я заметила, что, вглядываясь в лица этого встречного потока, я рассеиваюсь, теряю себя и целостность пробежки. Поэтому мне нравится бежать и смотреть чуть в сторону, не отвлекаясь на помехи. Тогда у меня появляется состояние путешествия в поезде. Поезд бежит, он знает план пробежки, у него своя задача. А мой внутренний мир созерцает природу в открытое окно лучшего в моей жизни вагона.
Ритм деревьев вводит в лайтовый транс. Ароматы хвои наполняют свежестью. Естественная тряска разгоняет энергию, как кровь, а стабильный пульс бегущих ног наполняет уверенностью, что все бежит по плану. Состояние «я есть», «я здесь». Я в природе, и природа во мне. Слияние с природой вам знакомо? Расскажу, как у меня. Свежий воздух просеивает меня насквозь. Из меня вылетает весь спам, все отработанное, устаревшее, то, что может мне навредить и помешать телу, душе, мыслям. Есть еще один интересный момент. Можно смотреть на мир вокруг тебя глазами мозга, а можно видеть его своей душой. Второй вариант, он с энергией. Это как в фильме «Аватар». Секрет в том, что когда я бегу и с удовольствием смотрю на лес, то я его вижу. Не просто смотрю на него, а вижу. Именно тогда природа взаимодействует со мной и наполняет меня энергией. Хочешь — верь, хочешь — проверь. Иногда мне нравится добавлять мудры и мантры всех стихий по очереди. Земля, эфир, огонь, вода, воздух. Инь, Ири, Хел, Лам, Ка. На лице легкая улыбка. Кстати, помните улыбку Моны Лизы? Такая улыбка появится и у тебя, если кончик языка поставить на верхнее небо, прямо за передние зубы. В йоге это называется замок языка. Древние даосские учителя обнаружили, что так ты замыкаешь контур и создаешь целостность одного из главных энергетических каналов твоего тела, по которому как раз и циркулирует жизненная энергия – прана. Вы замечали, что постоянные долгие разговоры и бесконечное жевание жевательной резинки нас истощает? Дело в том, что ты привыкаешь держать разомкнутым этот контур. Так вот, я бегу с улыбкой на лице. Наверное, с улыбкой Джоконды. Часть 4. С наушником или без. Пока что я так и не распробовала как следует пробежку в наушнике. Пару раз бегала, прослушивая мотивирующие ролики с YouTube, но пока не зашло. Всему свое время. Сейчас я заполняю свой внутренний мир сама и под свою ответственность. А наши мысли – это наша ответственность. И окно в вагоне во время пробежки открыто. Новые мысли, аффирмации, убеждения легко залетают в подсознание и рассаживаются на полках, кто поближе, а кто и подальше. Расскажу историю основной моей аффирмации, с которой я бегаю по сей день. Она была создана во время самых первых 2 пробежек. Бегала я тогда неравномерно и постоянно переходила на шаг, который, кстати, ничуть не облегчает последующий бег. «Как мне пробежать 3 километра в ровном режиме нон-стоп?» – спрашивала я себя. А в голове слышу ответ: «Таня, у тебя все получится, будь уверена». И я просто поверила в эти слова. Это слова с рабочей заставки на моем компьютере. И это мои слова-ключи. Они не только открывают замки, но и настраивают тебя, как музыкальный инструмент, на твой лад в подходящую сейчас тональность. С тех пор я бегаю по 10 километров 3-4 раза в неделю в ровном режиме нон-стоп. Для большего резонанса от слов «у тебя все получится» я обозначила для себя состав слова «все». Это и пробежать намеченный километраж, и определенный успех в бизнес-деятельности, творческих проектах, личных отношениях, саморазвитии, здоровом образе жизни, воспитании детей. И еще это шаг к улучшенной версии меня. Я с удовольствием бегу к новой себе и каждый раз легко достигаю цели. Теперь слова «Таня, у тебя все получится» на каждой пробежке линкуются с приятным достижением поставленной цели. А по какой дорожке ты движешься, по лесной или финансовой, для мозга не имеет особого значения. Формула работает. Есть еще у меня в планах обогатить свою пробежку полезными аудиоустановками и аффирмациями, записанными на диктофон мной и для меня. Одна бизнесовая мысль о себе у меня готова. Создала я ее на бегу, в прямом смысле. Тогда я только запускала свой онлайн-проект «Бизнес в рост».
Вот что у меня получилось. Итак, кто я? Я довольная владелица качественной онлайн-школы, которая приносит пользу миллионам людей по всему миру. Вслух и про себя, осознанно и на автомате. Все варианты хороши. Главное, чтобы слова попадали в ритм бега и в такт дыхания. Это мой способ. Я делаю так. Есть много правил составления аффирмаций и установок. Например, не использовать частицу не разрушать мир вокруг и внутри себя. Но я осознала одну мощную мощь в теме аффирмаций. Это синхронизация и плодотворность слов. Например, однажды, говоря «я довольная владелица», я поймала себя на состоянии раздраженной и абсолютно недовольной владелицы. И это состояние недовольства, как сорняк, проросло во мне, и каждый раз, когда речь заходит о моем проекте, оно автоматически включается, а я этого даже не осознаю. Получается, что синхронизации нет. Я говорю одно, а чувствую себя иначе. Что делать? Я нашла корни этого вирусного сорняка, переосмыслила их, и мое состояние изменилось. Теперь синхронизация есть. Ваши слова и ваши действия нужно синхронизировать. Или менять и подбирать более подходящие. Как вы считаете, где быстрее прорастут семена? В плодотворной земле или на бетонной площадке? Представьте, небогатый человек, мечтающий разбогатеть, каждое утро настойчиво говорит себе: «Я богатый человек, я легко, с удовольствием получаю по миллиону прибыли в месяц». При этом с детства он пропитался словами родителей, что богатенькие – это обманщики, воры, нехорошие люди. Для его слов семян «я богатый» – это почва, как бетон. Такие семена здесь не прорастут. Поэтому, если я хочу, чтобы новые слова и убеждения, которые помогут мне стать более успешной, проросли в моем сознании, то я проверяю почву на плодотворность и задаю себе 4 волшебных вопроса. Первое. Что я мыслю? Или о чем я думаю? Второе. Зачем мне эта мысль? Третье. Откуда у меня эта мысль? Четвертый. К чему она меня приведет? Ответы на эти вопросы могут вас сильно удивить и показать, что вы много лет крепко и уверенно держитесь за то, с чем в душе никогда не были согласны. Часть 5. Омоложение и тонус тела. Замечали ли вы, как весело и энергично поднимаются пузырьки вверх, когда резко ставишь бутылку с газированной водой на стол? Они легко преодолевают силу притяжения к земле. На Руси была негласная практика топать по земле во время танца так же энергично и весело, создавая такой же эффект в нашем теле. Во время пробежки пару километров я уделяю красоте и омоложению своего тела. Я представляю, как с каждым топом ногой по асфальту во мне мощной силой поднимается вверх все, что могло когда-то опуститься. Кач-кач-кач, кач-кач, кач-кач-кач, кач-кач, кач-кач-кач. Ягодицы, живот, грудь, лицо. Ягодицы, живот, грудь, лицо. Ягодицы, живот, грудь, лицо. Каждая морщинка на лице заполняется и выравнивается. Кровь, красная и горячая, обогащаясь кислородом, весело и радостно очищает организм, по очереди выводя все токсины и шлаки. В каждом органе клеточки-лидеры наполняются энергией и жизнелюбием, настраивая на этот же лад всю атмосферу в своем государстве и каждом его жителе. Благодарю их за добросовестную работу и здоровый порядок. Я бодра, энергична, молода и красива. Я чувствую себя прекрасно и легко. Я улыбаюсь. Исполнено, исполнено, исполнено. Поздравляем! Цель достигнута. Тренировка закончена. Часть 6. Заключительная. Точка благодарности. Земля, наверное, единственная субстанция, которая может переработать любую энергию. Во время бега я в контакте. В
контакте с собой, с лесом, землей и воздухом. Круговорот энергии есть, и он прямо здесь. После финиша я делаю дыхание Ха, чтобы сбросить, отдать земле все то, что взболталось во мне после беговой тряски. Это слабые, старые вирусные клетки и убеждения. Глубокий медленный вдох наполняет меня чистой энергией. В центре меня зажигается солнце и лучиками высвечивает меня насквозь. Намасте. Соединяю в своем центре мужскую и женскую половину, небо и землю. Закрываю глаза. Осознаю себя здесь и сейчас. Глубокий вдох и мягкий выдох. С благодарностью к себе, лесу, миру и этому дню. Я молодец. У меня все получается. Как важно самой порадоваться за свой результат. Искренне, от души похвалить себя. От этого внутри такое тепло растекается. Возможно, именно это состояние стимулирует мое тело в следующий раз легко стартануть на новую пробежку. Бежишь со мной?